Вода, вода, да. Это во-первых, через воду. Солнце светит через воду. И он как бы поджаривается. Это есть. Ну, как любой пища. Да. Я знаю, что где вода течет, там потом... Ребята, эта штука обработана составом. Да. Вы просто сейчас знакомитесь, а потом мы поедем забросим. Первые 3 дня мы с вами будем по официальным объектам все осмотрим. А остальные дни мы будем уже на Там запрещено внутри снимать. Пойдите, отснимитесь. Беги. Ага. Это настоящий скелет. Коля. Как там упакованы его? Олег, скелет, сними, скелет. Сейчас. Я потом вот. Опять пошли. Приезд. Да, но в основном да, вот этот крест появился новогодний, он еще был богомильский. Богомильский как раз, потому что альянский стал, это когда христианство еще не признавало. Как я вижу, да. Как самое лучшее, где Ну, видишь, написано Георгий Победоносец, написано Феодорос. Кого убивает завод? А кого он убивает, закрыто. Нельзя ли это? Вот тут есть зубы. А это с передними зубами, с верхними и с нижними. И тоже целые. Тоже молодой человек. Царь Соломон, Соломон. Вот слушай, Олег, мы сейчас столкнулись с странной ситуацией. Где-то разрешают снимать в храмах, где-то не разрешают. Причем мы с тобой посмотрели, там чисто русские какие-то православные священники. И вот буквально сейчас мы пытались зайти подснять, а там огромное количество очень интересных ликов, которые можно было бы потом расшифровать, не торопясь. Но охранники нам говорят, них, пожалуйста, выходите, снимать запрещено. Вот с чем это связано? Что тут могут скрывать? Ну, видите, вообще интересная история так называемой Османской империи. Она, скорее всего, вообще не имеет отношения к тому, чего написано в учебниках. Я заметил по Стамбулу очень интересную вещь. Где-то в районе 1870 года вдруг весь Стамбул арабизируется. И у них до революции 1923 года фактически письменность была арабская везде.
То есть никакого тюркского языка тогда в жизни не существовало, там и всего такое, его при Ататюрке только сделали. Но вопрос истории Турции, или, так сказать, Османской империи, Турция, как мы понимаем, в 1923 году появилась, а Османской империи до 1870 года. Вот Саша потом тоже там был, монастырь Балаклы, где мы были, да? Там перевернутые надгробия, вот целый двор застелен. Там написано на смеси русского и тюркского, вот современной, то есть на южно-русском диалекте. Недаром есть информационный след о том, что территория современной Турции и до этого Османской империи называлась Южной Русью. Стихотворение Тютчева, что и Петербург, Константиновград, то есть Константинополь, это фактически Санкт-Петербург, да, Стамбул, только с отбитыми головами у статуи или вообще разрушенным. И то, что здесь письменность до появления арабского фактически в 1870 году была даже где-то русская, а где-то вот греческими буквами русская, это факт фактически понятен. И здесь возникает вопрос, то есть кто они такие вообще здесь? Мы с вами видим новые дома, старых домов у них вообще нету. То есть когда они здесь появились и кто это такие? То есть, скорее всего, это смесь остатков южно-русского населения с арабами, которые пришли с юга. Потому что Османская империя, вот, Арабия, не Аравия, Арабия, да, Египет, когда Мухаммед этот, пытался захватить Стамбул, скорее всего, у него это получилось. В 1830-е годы есть такая история, что русские войска защитили султана от Мухаммеда, от египетского наместника Османской же империи. Но это 1830-е годы. А вот 1870-е годы, скорее всего, арабизация произошла. И поэтому тогда Добились здесь своего. укоренился ислам, и тогда только здесь пропало христианство. Олег, ну тут еще один парадокс возникает. А почему просто, грубо говоря, надписи вот эти там все не замазать, лики не поменять на что-то другое? Тем не менее, они хранят эту историю, почему-то ее оставляют. Потому что это под защитой, во-первых, ЮНЕСКО все находится. Во-вторых, здесь, в принципе, есть определенные позиции еще православной церкви, но уже греческого толка. То есть вот это вот. И много они замазали. Да. Много очень они замазали. Если брать тот же Стамбул, то в музее ты там увидишь ведические знаки, знаки солнцеворота, которые они просто говорят, что это было черти когда, а на самом деле это вот все как раз то, о чем ты говоришь. Да. Это все единая линия. И качество там такое, что понимаешь, что все это относительно недавнее и никаких не 5000 лет назад. То есть арабское завоевание произошло, когда родился дедушка Это Ленин, а не буквально, бог знает да, сколько 100, назад. 1870 год. 100-200 лет То назад. есть, вообще, иными словами, получается, что кому надо в духовенстве, они прекрасно знают, как здесь было, и какую-то Конечно. традицию пытаются И сохранить. духовенство здесь даже держит определенные вещи. У меня есть знакомый турецкий альтернативщик, который мне как раз показывал могилу этого Ивана Грозного. Он у себя на участке в Стамбуле за Гранд-базаром, у него участок собственности, он там раскопал такую же Айя Софию. Через купол залезли, приехали к нему наше духовенство и закрыло у него проход у него же дома. По туда. поводу того, что они не переделывают. Все не переделывают. Они голубую мечеть что сделали? Да. Они взяли ведические храмы, облицевали его Облицевали. изнутри плиткой То же по самое полной они с программе. Софией У сделали. них на это ушел бюджет всей Турции, 3-летний. И они поняли, что у них не хватает сил и мощностей это сделать. Там выстроить одни леса, там это кажется просто. На самом деле это безумно. А там вспомогательных помещений еще сотни, которые они не пускают и не открывают. А куча совершенно остатков ведических, они просто не стали заделывать не потому, что они не хотят, просто денег нет. Объем работы слишком Просто большой. объем работы. Во всех вспомогательных помещениях ведическая символика. Скорее А всего, христианов здесь- это античная, да, египетская часть. А вот межпотопная цивилизация, когда все раздолбала, вот оно начиналось вот с этой краски и с этих. Вот тогда сюда пришло христианство. Ну, тоже история Руси, это всё видно, хотя да, и христианская. да. А, допустим, история до христиан, античная, это вообще вопрос. Только вот гибель античной цивилизации у нас произошла в конце 17 века, а не бог знает когда. А следы христианства, а что они с ними сделали? Закрасят совсем? Скорее просто всего, так оставили. они не закрасили их совсем, потому что надо что-то показать. Турики ходить не будут. Зато- Вот Если ты всё сказал закрыть. интересную вещь. Они прекрасно знают, Зато что могила запрещают Ивана Грозного фотографировать. здесь находится. Вот что это за история? Чтобы Может быть, не все знают. Да, Ну, совершенно здесь верно. вообще Она не находятся расходилась, два потому что интересных ты места. Вот, сфоткал, это в сеть. да. Да. Гора Бейкос — это место распятия Христа под Стамбулом. Там вот четко видно, ты был. Вот, Ваня, расскажи, Меня там трясло на этом вот что месте. она из себя представляет? Ну что там, прямоугольная загородка. Ну, собственно, это, И Фоменко два там из показал. 3 камней, которым кресты были приделаны. И там вставляли. вот такие вот камушки круглые с дырочкой. Вот с одного угла ничего, а с другого угла я дошел. Меня как начало трясти. Ну, Ну, очень сильно трясти. Меня Вот так она и Голгофа тебе. трясло Бейкос. только в этом самом,
в Италии, в соборе, в Турине, в соборе, где плащаница лежит. Плащаница где лежит. Ну, вот. Я сел там перед этой плащаницей, она в саркофаге, за стеклом, там, ну, все, ну, известно это все дело. Вот. А в зале там кресло стоит, как в кинотеатре. Ну, я сел на кресло, сижу, отдыхаю. Ничего себе, с чего это? Вот. И потом, ну, как начал трясти, я вообще ушел. А вот с Иваном Грозным, то что за могилы здесь они такие интересные? Есть мечеть Сулеймания. Сулейман великолепный, да? Он фактически, по официальной истории, это в одно время жил с Иваном Грозным. Только Иван Грозный с Римом воевал в Ливонской войне, а этот воевал на Средиземном море. И вот мнение турецких альтернативщиков, не читавших Носовского и Фоменко, что могила Сулеймана Великолепного — это и есть могила Ивана Грозного. Что она из себя представляет? Это античный саркофаг. Около 6 метров в длину. Они его накрыли зеленой тканью. И рядом, причем там видно и гигантов, и исполинов рядом. И небольшие саркофаги, и все они накрыты зеленой тряпкой. А выходишь во двор, там античные саркофаги обычно стоят как в Памуккале, только на них арабской вязью набиты. То есть, как в Стамбуле. Да. Так же, как в Стамбуле. Ну да, я про Саркофаги разных Сулейманию размеров. говорю, Да, про мучение стамбульского. Ну вот в разных музеях. Совершенно верно. То есть здесь это часть какого-то нашего мира, который Принято считать не нашим. ну, не совсем принято считать не нашим. То есть здесь связи-то всегда были как бы с Южной Русью. То есть и сюда эмиграция белая ехала при Османской империи. Отношения Российской и Османской империи в начале 20 века, они достаточно интересные. То есть они никогда не закрывали проливы. То есть тут все очень хитро. Потом даже взять Кутузова того же, который вообще, походу, родом был с Константинополя, потому что очень много, оказывается, российских дворян были родом из Константинополя. Так что... Ну и церкви снимать не разрешают еще и потому, чтобы не увеличивать количество интереса. Конечно. Чтобы вопросов не задавали. Не задавали нужно. глупых вопросов. Каждый человек, который снял что-то, он это тиражирует не в 10 раз. Они здесь больше не о нас. Есть такой анекдот. Она экскурсовод, она все знает. Они это скрывают и не дают смотреть в основном не из-за русов, а в основном из-за греков. Здесь идет противостояние с греками по всем этим таким вот планам. То есть, кто здесь первичен? То есть это турецко-греческий конфликт. То есть это люди одной Османской империи, которых, опять же, в районе 1870 года одних называли греками, сделали христианами, а других называли турками и называли мусульманами. А на самом деле это все Османская империя, которая, пусть она даже с 1870 года существовала, но вот в таком вот виде. То есть она тут же Олег, расколола. вот мы сейчас вот прошли по некоторым как раз монастырям, где снимать не разрешают. Какие изображения мы там увидели? Пару слов. Там идут катарские или богомильские кресты равноугольные. То есть что такое катары и богомилы? Это те, кто не признавал Святую Троицу. Это те, кто признавал, как и мусульмане, Бога Отца. То есть очень много христианских, ранних христианских течений, которые сейчас ими называются, там ариане, несторианы, все они вот как раз вот такие вот, которые не признавали решение Никейского собора о признании Святой Троицы. Ну, равносторонний крест, это значит в основном их крест. А он ко всем относится. Он и катарский у нас, он и богомильский, он и арианский, он и несторианский, он же и мальтийский. То есть тут с ним равносторонний крест, но в основном он от богомилов прослеживается, от вот этих, от одного из первых христианских направлений, которое якобы было развито на Балканах. Вот богомилы, они как бы не признавали Христа Богом, они признавали его Сыном Божьим. Ну, получается, что это тоже античность. Да. А вот корни там. интересные у нас есть течение до революции, которая была в Малакане, они признают только Святого Духа. То есть у них смешение очень интересно. Ариане, которым вот у нас казанские татары, они были до революции назывались булгары или волгары. Они были ариане, они мусульмане. То есть арианство, несторианство и ислам, они очень близки. И Носовский Фоменко когда-то выводил, что ислам появился чуть больше 150 лет назад из несторианского течения христианства. Олег, а вот что за святые изображены на стенах были? Здесь были вообще интересные изображения. То есть на вид святой Георгий, да? Но написано Феодор. Здесь же Соломон изображен, царь Соломон был. И
Тут читать Ну а надо, вот найдешь всех. человек с внутренними органами, с препарацией внутренних органов, ему одевают на голову какую-то сферу, в которой все святые уже одеты, а его только облачают в это. Причем внутренние органы показывают, что значит с ним еще какие-то операции производят. То ли его реинкарнируют, то ли оживляют, то ли наоборот умертвляют. Непонятно. Но это теологическая вещь очень серьезная. Почему они, опять же, не показывают? Потому что церковь, она, в принципе, на научной базе построена. И там теософская база, теологическая база. И они это все расшифровывают, показывают. У них есть определенные первоисточники, которые объясняют вот эти вот изображения. Они все схематично изображают определенные ситуации. Так что вот здесь вот... В Стамбуле, в Айя Софии, там ну, этот нестерианский информацию, крест везде. Да. Он тоже везде. Перед ним там знак солнцеворота во вспомогательных помещениях, а в основных помещениях они его убрали везде, а нестерианский крест оставили. А история у нас опять двоякая. То есть у нас двойная история Никейского собора, она разделена как бы на два собора. Один Никейский собор, вот это, когда Нестор воспротивился собору обожествления Иисуса. Да? Вторая история у нас Николая Чудотворца и Ария, что как называется, Николай Чудотворец на соборе побил митрополита египетского Ария, а у нас ариане появились. Ну да, Которые и тоже пошло не течение, признали. да. И под конец анекдот. Люди не делятся на национальности, религии и прочее, прочее, прочее. Люди делятся на умных и дураков. И дураков. А дураки делятся на национальности, религии и прочее, прочее. Ну что, попробуем другие проникнуть? Да, Может давайте. быть, удастся подснять что-то еще. Вот, опять что-то скрывает Александр, да? Недавно выдолбано все это. Мое мнение такое. Мне тоже такое мнение. 100 лет. Не, ну это недавно. 100, может даже 150, но ничего не обсыпалось. Края ровные, кромки ровные, атмосферное воздействие есть. Вот была у нас кремниевая башня. Внешняя оболочка из чистого кремния. Из него начали из кремния прорастать деревья. Эти атмосферы. А что же в гору вывалено? А тогда не обращал внимания. Я тогда не обращал внимания. Я по-другому тогда мыслил. Идет как штукатурка он слой. Это покрасили, да. Саша сказал, что покрасили. А он только покрашен, и еще все штукатурные положены. Да. Это что, у них ход такой? Вряд ли, тут жолоб есть. Покрасили. У них здесь стен много очень. И где вы выведены? Купола у них выведено. Это они достраивали.
Mas força boa, imagina. A gente tem uma comunidade moral. Uma pessoa, uma comunidade. Подожди, я ее возьму, поднимешь. Подожди, я возьму ее, поднимешь. Что такое жандарм, знаете? Вооруженный Иван. Жан. Жан и Ян, это Иван. Армия, армия. Orada dur Mehtap. Они на штуке не показывают совой, ты не бегаешь. Пока сам не простит. Под ней камень. Она лезет наверх, и там полковая штука такая, она используется для того, чтобы запирать помещение.